Сегодня 9 декабря, мы почти готовы к выезду, грузим машину. Идет очень красивый пушистый снег. Всем привет! Меня зовут Маша, и мы с нашей многодетной семьей отправляемся в большое путешествие на нашем новеньком или стареньком автодоме. Понравилось тебе, Маш, ночевать на парковке с фурами сегодня? Ну, парковка была не очень живописная, но делать было нечего. Пока собирались, с детьми очень сложно все и долго. В общем, выехали только к вечеру и проехали 100 км от Москвы. Пришлось остановиться, поспать. Ну, спалось, кстати, хорошо под журчание, урчание, мурчание фур. Ну куда планируешь-то ехать, Маш? Мы планируем доехать до Турции, ну а там как получится. К этому путешествию мы готовились очень долго, примерно полгода, модернизировали свой автодом, носили коррективы, хотели выехать примерно в середине октября, но получилось все гораздо дольше. И выехали в самый снежный день. Подписывайтесь, смотрите. Ну что, поехали в Воронеж, Маша? Доедем сегодня до Воронежа? Сегодня, да, надеемся доехать хотя бы до Воронежа. Так, сейчас я представлю вам своих детишек. Вот они здесь тусуются у нас на кровати. Старшая дочка — это Влада. Привет, Владюша. Маши рукой. Привет. Тебе сколько лет? Влада, мне 6 лет. Это у нас Яся. Яся, а тебе сколько лет? Не знаю. Как это? Это у нас Слава. 4. Они... Да, правильно. Они близняшки, им по 4 года. Девчонки, вы хотите вообще в путешествие ехать? Хотим. А куда? Хотим ехать. Мы с вами убегаем, да, от Дедушки Мороза, чтобы он нас не догнал и не заморозил наш домик на колесах. А он едет медленно на тюленях, да? Да. И пока нас еще не догнал. Вот, это, собственно, у нас тут такая спальня. Вот большую часть времени мы делали ее, переделывали. Здесь раньше был гараж для мототехники. Мы сделали из нее такую уютную спаленку. Ну, поэтому так поздно и выехали. На дворе сегодня уже 10 декабря. Ну, погода пока позволяет еще нам убегать, так скажем, от зимы. На улице минус 2 градуса. Чем дальше будем уезжать, соответственно, будет теплее. Вот, нам главное, чтобы у нас не замерзла вода. Муж пока там проверяет, масло ходит. Сейчас все проверим и будем двигаться дальше. Маша, ну что, ищи тульский пряник с кофе. Тут пока пряников не видно, только грязь на обочине. Должны быть пряники. Вот Где-то раньше были палаточки, да, такие стояли. Ну мы с тобой вообще договорились, что пряники не будем уже есть в поездке. Мы же еще не доехали до места назначения. Вот приедем, будем ходить. Так это же вообще никогда не доедем никуда. У нас нет места назначения, Маша. Мы же едем в путешествие. Непонятно, Нет, когда вернемся и где остановимся. Ты что, всю дорогу будешь? Значит, не похудеем вообще никогда, получается. Нет, так не договаривались. Я вот тебе разрешаю последний тульский пряник съесть. И все. Ну ладно, хорошо. Так, малыши у нас решили доспать недоспанное. Залезли наверх и дрыхнут очень уютненько здесь. Вот, кстати, наш друг Олег говорит, как только тронемся в путь и запустим мотор, нужно все послать на 3 буквы и обо всем забыть. С чего начнем? Что пошлем первую работу, наверное, ты пошлешь. Кстати, мы первый раз вот по этой дороге, да, по заснеженной едем. По М4. Вот ты все со своими пряниками. Зачем через Тулу поехал? Чтобы ты пряник поел. Не туда, мы хотели в объезд объехать. Придется ехать через город. И даже не знаем, можно нам туда или нельзя на нашем большущем автодоме категории С. Навигатор тут что-то нас подглючивает, боимся заблудиться в Туле. Поверните налево.
Сашуля, держи, вот твой последний пряник. Насладись им. Да. Выезжаем из Тула. Маша ест свой последний пряник. Давай. Пряник с лимоном и лаймом. Какой-то новомодный уже, мне кажется. Русский пряник. Но финка нет. Ну, не одевайте и будем обедать сейчас. Первая остановка на обед. Будем разогревать сейчас. Будем сейчас разогревать консервированный борщ. Кто-то ел консервированный борщ? Когда-нибудь? Консервированный борщ? Что это такое за прикол? Что это такое за гадость? Прыгает. Я. Давай, раз, два, три, опа! Тише. Второй. Раз, два, три. Прыгай! Опа, давай, третий. Раз, два, три. Молодцы. Первая неприятность случилась. Какое? С непривычки надо средства всегда закрывать. Весь стол у нас тут умыли. Средства для мытья посуды. Заодно вот стол помоешь. Да, как раз. помоешь. Малыши, ну что вы скажете о путешествии в автодоме? Что это за горы? Кто на них поедет? Ну что, поедем в пустыню? Да, в пустыню Каракум поедем. Нет, мы поедем в А в пустыне Турцию. кусты растут, Ясь, в пустыне? А? Нет. В пустыне. Скажи, в пустыне. В пустыне верблюды плюются одни. Да. Тогда не На поедем. обед у нас сегодня борщ украинский с мясом. Так, проверяем водонагреватель, что пока вода не греется, но здесь все горит. Ну что, теплее становится? Теплее? Пока нет. Фу, мама. Я Борщ думала, вообще? Борщ. фу какой. Фу какой. Да ладно, нормально, ничего. Ничего не фу, погреть надо просто. Сейчас разогреем. Запускаем генератор. Вот смотрите, борщ какой. Фу. Сервированный. Очень даже вкусно пахнет. Только пахнет. Нет, правда. Вы бы, наверное, Я предпочли попробовала. суп из акулы, который мы на Шри-Ланке готовили, да? Вкусный. Он, нет. Помните, как он там вкусно пах? Он вкусно пахнул, но был острый. Там были в нем зубы. Глаза там были акульи. Там были глаза. Приятного аппетита. Пробуйте и скажите, как на вкус борщ. Ложечки. Фу, мама, там глаза акулы. Да здесь-то нет, это же борщ, а не акулий суп. Видишь, это перец. Давай, Слав, Здесь пробуй, нет перца. скажи, вкусно или нет. Нету перца. Это называется дегустация продуктов. Славян, правильно, бери ложечку. Ладно, давай ты, как самая старшая, пробуй. Влад, ну давай, не придуривайся. Оставишь, мультика не будет сейчас. Ладно, надо поесть, у нас обед. Ты хочешь мультик смотреть, сейчас ехать, тут должен покушать. Сейчас будем час ждать, пока кто-то ложку Давай, съест Влад, борща. пожалуйста, покушай. И если вы не будете тоже слушать, я не буду тоже вас слушать. Попросишь что-нибудь? Ну, то, что будет. не Я люблю попробовала. мясо. Ешь то, что любишь. Давай. Мама, можно, когда мы будем уезжать? Я попробовала вкусно. Мама, М, можно, когда мы будем Давай есть. уезжать из Турции, ты купишь мне котика, который примагничивается лапы большого такого. Да, ну если ты найдешь и будешь себя хорошо вести. А ты мне Хорошо кушать голубую будешь. Ну качку как? и Борщ рыжего есть. кота. Хороший борщ? Мам, а Ну ты вот, мне, давай. а ты мне
А ты мне рыжего кота купи. Мам, я правда прочитала магазин. Ну как Вкусно, борщ? но Нет, я в одной прочитала, банке не 2 где порции. был кот. Мало там. Ну все, детишки накормлены, смотрят мультик, а мы отправляемся дальше. Я пекусь. Да, детишки у нас мультик свой смотрели про короля льва, сели рисовать. Малыши, на ходу рисовать нормально? Да. Главное, что фломастеры не укатились, да, не упали под стол. На улице уже сумерки такие, погода усыпительная. Вот, и в автодоме как-то лениво на самом деле ехать, потому что когда знаешь, что у тебя тут все при тебе, можно остановиться покушать. В автодоме у нас тепло, хорошо. Самое, кстати, жаркое место у нас тут — это туалет. Но это хорошо, потому что если принимать душ, конечно, это большой плюс, что здесь тепло. А здесь прямо вот возле унитаза выходит от печки штука эта. 400 километров до Ростова, остановились на ночевку такой парковки для фур. Детишки досматривают мультфильм. Маш, как ты устала? Иди за пончиками сходи, я разрешаю тебе. Так, а ну успокоились, все. В общем, у нас утро следующего дня. Поспали мы отлично. Остановились вчера на какой-то парковке на платной дороге на М4. Очень спится хорошо. Нам здесь тепло было ночью. Заказали мы перед выездом такой матрас где-то на Авито. Потому что наш из дома, мы планировали наш домашний любимый матрас с кровати положить сюда. Но когда нам эту всю комнату переделывали, как-то он померил, видимо, неудачно. И наш матрас был велик на 10 сантиметров. Мы экстренно заказали на Авито. Всего стоит 8 тысяч, но на удивление удобный. Хороший матрас. Вот. Детишки у нас только проснулись и сразу сели рисовать. А мы уже 2 часа в пути, проснулись в 7 утра. Дорога сегодня очень-очень туманная. На улице просто практически ничего не видно. И, кажется, за счет этого глаза закрываются, хочется опять лечь спать. Вот, и, конечно, по наблюдениям, если учесть, что мы первый раз в такое время в декабре едем по М4, то летом, конечно, тут пободрее едется солнышком. А сейчас и темнеет рано, и туман. Прекрасно. Самое то для автодома. Пойдем. На завтрак маленьким жарим блинчики с мясом. Готовые уже такие, они их любят. С собой взяли. Также у нас здесь даже вытяжка есть рабочая. Так, включается. Ой, работает. Травяной чаечек у нас для маленьких. А сами сейчас пойдем кофе пить. Встали возле столовой какой-то. Любимый муж мне купил специально вот завтрак в столовой, чтобы я не толстела от блинов с мясом вместе с маленькими. Поэтому я ем омлетик с сосиской. Дальше у нас по плану, думаю, будет остановка в Ростове. Хотим зайти в Леруа, кое-что-то купить. И в аптеку еще нужно. Но до Ростова еще пилить сколько там? Километров 200, наверное.
Маша, очередной раз заправились газом. Сколько расход машины? Ты считаешь вообще деньги мои? Нет, зачем их считать? Наши деньги. Так надо считать, что ли? Смотри, сколько тебе автодом экономит денег, подумай. Ни гостиниц не надо, ничего. Потом продал и все купилось. Так что давай, не жалей денег. Видишь, Вкусно нас кормили, я очень рад, что у меня по такая ресторанам мудрая, нас водили. мудрая жена. Вот, прекрасно. Сейчас пойдем в торговый центр, так что это денежки давай. Хорошо. Ну что, готовы идти? А? Нет, еще у них пустых нет, не видишь? Нет, видите? Мои куртки. Вот там. Короче, мы прошатались по торговому центру часа 2, наверное. Еще докупали недокупленные всякие катушки для шлангов, плоскогубцы, герметики. И все это мы уже докупаем, наверное, на протяжении месяца нам последнего. Нам каждый день приходила Озон-доставка, что-нибудь для автодома, что-нибудь для автодома. В общем, столько всего нужно, что просто офигеть можно. И пока мы ходили, тут еще туман еще больше стал, усилился, уже темнеет. В общем, сейчас будем ежиками в тумане ехать. Мы едем в Турцию. Сейчас были в магазине. И поднялся сильный туман. Вот и пришло нам ехать. И купили табуретку, да? Самая главная покупка. Чтобы залезать на большую кровать. На большую Иди кровать. проверь, подходит. И еще мы купили щетки. И вчера остановились в Воронеже. Там был туман. И я прочитала название. Там столовая называется «Ложка за маму». Вот и я. Покажи, А как вот ты залезла. и я. Как залезла, покажи, подходит тебе табуретка? Подходит. Залезайте дальше. На краю не сидите. Что, довольна, мама? Очень. Теперь детей не надо таскать на себе, будет в кровать затягивать. Ночевали сегодня на заправке, проснулись в 7 утра, решили ехать дальше. Тут собачка нас провожает. Вот. Второй день в 7 утра уезжаем. Дети спят наверху. Маш, как тебе управление автодомом? Какой Так же, как обычной машины, побольше чуть-чуть. Ну, ты говоришь, на руле что-то, вибрации. Что-то есть, да. Что-то потрескивает внутри. Ну, здесь ходовую все делали, Маша, это просто грузовик.
И что, На грузовике. как у всех так, что ли? Ну, я не знаю, ты ездил на грузовиках других? Не приходилось. Чего, Слав? Ну, еще чуть-чуть осталось, но мы будем ехать все время. Почему? Но в интересных местах будем гулять, останавливаться. Почему так долго? Потому что мы путешествуем. Но скоро мы уже приедем в город Пятигорск. Там будут горячие источники. Ты будешь купаться? Буду. А у тебя купальник есть? Есть. Точно? Точно. Мама. У нас же не хватает купальника. Нам еще надо сейчас придется где-то искать купальники вам. Зимой, как думаешь, можно купить купальник? Я себе ручки сяду. В общем, едем мы какими-то селами, где-то в часе от Пятигорска. У меня больше нет, это одна была только упаковка. Это не сухари, а нори. Тогда появится еще одна упаковка. Это нори были. Нори — это водоросли такие. Фу! В общем, мы ищем здесь горячие источники. На фотках очень красивые они, с бассейнами. В общем, сейчас доедем, покажем, если найдем. Сейчас, значит, запускали мы дрон в красивом месте. Ну, там горы уже было видно с такими белыми вершинками. Я села за руль, значит, Гера снимает, сидит. Смотрим, впереди стоят гаишники. Вот, а у меня категории-то нету. И остановились мы, значит, на обочине. Вызвали подозрение. Садили детей по креслам детским. Гаишники нас таки остановили. Говорят, давайте будем участкового вызывать. На дрон снимать нельзя. Зашли потом внутрь, посмотрели, что у нас тут. Прикольно, говорят, договорились. Показали им документы, все у нас нормально. Вот, что они сказали? Мне сказали, зачем вы едете в Грузию, езжайте в Архыз. Да. Я говорю, мы в Архыз, если снег выпадет, не уедем оттуда. В Архыз, говорят, езжайте, да, не в Грузию. В итоге сказал, типа, вы в гостях, и отпустил, к счастью. Вот, но мы проехали немножечко, от них отъехали, и все же сняли красивых видов. Ну вот мы и добрались до кавказских минеральных источников, называется «Жемчужина Кавказа». На самом деле собирались мы не сюда, а в другие немножко источники, но по дороге нас дважды остановили гаишники и за полчаса. И второй раз гаишник такой останавливает. Гера спрашивает, говорит, а чего вы так часто останавливаетесь? Он говорит, недавно остановили только. Он говорит, все будут останавливать, смотреть. Да, он говорит, что типа это интересно просто посмотреть, что внутри автодома. Ну вот посмотрела, отпустила и говорит, езжайте лучше вот на эти источники, где мы сейчас в итоге. Что они лучше. Ну вот, собственно, мы приехали. Там было от этого поста буквально минут 20 ехать. Дети очень долго ждали, мы еще их кормили там в автодоме перед тем, как сюда зайти. И вот уже стемнело. Вот, но место прикольное. Пока что мы вот на улице находимся здесь. Несколько бассейнов, 2 больших. Тут где-то вода 100 градусов, 37. И вон там есть поменьше, но там горячая, 45, что ли. Сейчас пойдем еще проверим, как там. В общем, планируем здесь тусоваться пока что. В ближайшее время вход сюда стоит на 1,5 часа 500 рублей со взрослого, 10 до 6 лет бесплатно. На безлимитное время 1000 рублей со взрослого. В принципе, цены очень приемлемые. Так что приезжайте, приплывайте. Не надо. Привет, мне здесь очень нравится. Мы приехали на горячие источники. Я умею плавать. Сейчас покажу как. Ой, молодец, пойдите. Вот так. Смотрите, там большие горки закрытые. Горки во тьме очень как в триллере смотрятся. Они не работают. Вот, малыши, смотрите, перед нами открывается Пятигорск.
почему называется Пятигорск? Потому что окружен 5 горами. А ну-ка посчитайте, сколько вы видите гор. А мы их не видим, они черные. Ну, черные, ты не видишь, вот на фоне неба горы. Раз, два, три, четыре. А мы пойдем. Хорошо видно только две, да? Вот хорошо видно. Такие темные вершины. А вокруг светится город. Стоим где-то возле Пятигорска. Нас уже 5-й раз останавливают гаишники. Все хотят зайти посмотреть, что внутри. Но сейчас за нами была погоня. Какую-то сплошную пересек. Что ты где-то? Я говорю, слушай, говорю, я уже 15 лет за рулем, блин. Я говорю, я что, на встречку, говорю, выехал, что ли? Ты, говорит, Чё? едешь, говорит, и нам ехать не даешь, говорит. Какую-то сплошную где-то пересек. Я говорю, здесь 2 полосы, какой сплошную пересек? Говорю, если нужно, говорю, штраф заплатить, вы, говорю, так и скажите, что вы меня держите? Он Короче, говорит, я здесь не просто нуждаюсь, скучно если местным хочешь, я тебе гаишникам. сам говорю, да. Я говорю, ну мне просто непонятно. Я говорю, что вы хотите от меня? Вот. И такой, ну ладно, иди, говорит, положи в паспорт мне на ужин, что виски, шмиски, говорит, все было. Я говорю, 5-й раз уже, блядь, уже догоняют, я уже не знаю, блин, вообще Да, жесть. в этот раз уже догоняли нас 5-й раз за последние, сколько там, часа 4, наверное. У нас утро следующего дня, стоим 30 километров от границы с Грузией. И вот к нам пришли такие собачки. Что, Влада, будем делать? Кормить будем? Кормите их Настя, сосисками. На сосиску. Там звонок с какой-то желтый чай. Я уже съела. Это Билька. Это Билка. Я тоже. Кидай. Кидайте, давайте, кидайте. У меня съела похоже на вот это. А у меня не на того. У меня бедная. У меня пятница. Такая вот. А ничего, что у вас сосисек не останется, все собакам скормите? Ничего. Да голодные будете, как же. У нас еще есть. Давайте морковку им кинем. У нас много Они моркови. не едят морковь. Они совсем не едят. Ну, давай, мама. Так, а ну брысь отсюда, все, стекло, холодное окно, давайте. Что приготовил на завтрак? Бутерброды с тунцом. Будешь бутерброд с тунцом? Ну, конечно, буду. Сейчас поедем во Владикавказ искать, как они называются? Бумагу? Пироги. А, я И думал, бумагу, о которой детишки уже все изрисовали, фломастеры новые. Фломастеры, это, наверное, точно то, что не жалко им покупать. Можно хоть тонну фломастеров купить. Они рисуют просто бесконечно. Угадай пятна или нет? Ясно, у тебя какая сосиску серая, фиолетовая или вот это? Выехали мы с парковки возле Владикавказа. Вот до Владикавказа 4 километра пишет. И здесь уже стоят просто фуры в ряд вдоль дороги. Много-много. Вот, походу, что ли, они уже на границу выстроились аж отсюда. Пропустили нас через первый шлагбаум, но мы оказались в очереди с фурами, но, правда, впереди уже здесь сейчас будет пункт проверки документов. Нам просто непонятно, что делать, потому что категория у нас С. Вот, и стоим мы сейчас ждем, что нам скажут. А дорога легковая, а оказалось, что вон там, нам надо было вот так, типа в объезд ехать, если по легковой. Вон там в фуре везут каких-то животненьких бедных. Наверное, коров. мы уже около 1,5 часов стоим на границе. Хорошо, что купили замороженные остинские пироги. Не 1,5, наверное, около часа. Ясе вот он понравился. Тебе как, понравился пирог? А малышне остальное вообще не понравился. Зато они едят копченую курицу. Влада, расскажи, что там в соседней фуре? Вон за окном. Там торчит чей-то нос, смотри. Или чей-то хвост.
Где? Там в фуре коровы обкакали весь грузовик. Рога до копыт, тебе их не жалко? Бедных, смотри, как везут. Перешли границу и нашли очень чашки хорошие. Вон они на кассе. Вместе получается 13 400. 408. 13 400. Сзади. Вон серый багажник. Какая она наша пожарная шапка? Вот такой я был. В общем, в Грузию мы не попали, начался шторм, границу закрыли, нас развернули на грузинском КПП, и мы попали вот в снегопад, вернулись в Владикавказ, да? Как будем здесь жить? Детишки сходили в игровую комнату зато. Жить будем как? Хорошо, на парковке. Возле торгового центра, да? Торгового центра. А пока снегопад, Машины могут ехать, Влада. Лада, не беги! есть нечего говорить. Сюда, Яся. Сейчас нагребете целые сапоги. Снега падает. Тут мокрый ног. На перевале вообще творится какой-то коллапс, все встало, по все стороны дорога закрыта, метель, пурга, температура скоро будет какая? Завтра солнечный день, говорят. Минус 20. Чего? Будем ловить. У нас все А ты замерзнет, на Шри-Ланку хотел. Видишь, как здесь интересно? очень Ты интересно. сидел под пальмой, скучал. Я бы не скучал, мне было бы хорошо сейчас в океане. Вот наш автодом, вот так будем переждать бурю. Давай залазь, Влада. Залази. Вот здесь снимай ботинки. Чуть-чуть пройди на соседнее сиденье, чтобы мы могли зайти. Решили включить непогоду маленьким приставку. Папа, с Яшей. На. У меня джойстик выключен, пап. Сейчас включим. Я надулся. Стой теперь. Всем доброе утро. Утро у нас морозное. Все занесло снегом. Дороги покрылись льдом. Но спать было тепло достаточно. Маш, как спалось? Отлично. Всем сейчас почистим крышу, солнечные батареи и куда-нибудь поедем. В общем, тепло автодом очень хорошо держит. У нас здесь вчера вечером 30 было градусов. Мы натопили. Вот с утра 27,5. Хотя на улице прям мороз. Градус 8 мороз, наверное. Я грибы, я горячий грибы. Сейчас я разбавлю. Горячий. Сейчас разбавлю тебя, да, Как вы уже поняли, мы находимся в городе Владикавказ. Сюда мы приехали позавчера и переночевали сегодня, получается, здесь вторую ночь. Владикавказ не хочет пока нас отпускать. Он нас укрыл таким вот снежным одеялом, навешал на нас сосулек. Вчера нас развернули на грузинской границе, потому что у нас не было бумажки, которая нужна фурам и грузовым машинам, как оказалось. Называется дозвол и стоит на 10 тысяч рублей. В общем-то, мы ее уже сделали на данный момент, но дорога была закрыта, ночью там был жуткий снегопад, так что, может быть, оно и к лучшему. Так повернулась судьба, и мы остались пока что здесь. Сегодня очень солнечный день. Правда, там на перевале обещают минус 20. Вот здесь сейчас где-то минус 5 градусов, очень много снега, солнечно, хорошо. Планируем сейчас поехать либо на горячие источники с детишками, либо в какой-нибудь парк прогуляться, а завтра уже выдвигаться. Но только чтобы поехать на горячие источники, сначала нужно очистить машинку вот от этого прекрасного. Кстати, детишки очень хотели бы это сделать. Да, они там сидят, мечтают. Можно мы сорвем все сосульки, говорят. Вот.
стеклом не разбить. Подожди, маленьким-то оставь. Ну так вот, сегодня здесь солнечно. Город гораздо лучше выглядит в такую погоду. Вот такой город не особо загруженный. На автодоме можно, в принципе, перепарковаться, найти где. Сейчас мы решили не ехать на горячие источники, потому что боимся, что маленький простудится. Все-таки на улице сегодня там где-то около -8. И если, думаем, мочить голову, то как бы не очень это будет. Вот, наверное, поедем в парк, выгуляем их на улице, в столовую заедем, покушаем. Любимая машина здесь на Кавказе Лада Приора. Они везде. Тут трамвайные пути вон есть. Даже трамваи у них ездят. А вот, кстати, китайских машин тут особо не видно, да? Танцующие лады у нас тут впереди. Может, тоже так сделаем? Не надо. Красиво, конечно, когда солнышко светит. Все такое заснеженное. Там где-то вдалеке горы небольшие уже начинаются. А у нас дедушка переживал, что маленький снега у нас не увидит. Просил нарисовать снеговиков. А вот как оказалось, сколько его выпало. Еще мы тут доделаем делишки. Делаем доверенность нотариуса на машину, чтобы потом не было проблем на границе с Турцией. Так как за рулем муж, машина на меня, поэтому на всякий случай сделаем доверенность. Влад, тебе не нравится в столовой, да? Ты знаешь, что в столовой очень хорошие отзывы. Смотри, что мы взяли. 3 очень вкусных борща для вас. Чечевичный суп, хлеб, компот, мясо по-тайски с рисом, пироги. Все очень вкусное. Маш, как ты думаешь, вкусное? Сейчас попробуем. Надеюсь. Славян. Нормально? Все это у нас получилось, короче, на 1000 рублей. Хорошие здесь цены. Тебе В Сочи, понравилось я помню, масло мы ели, там сливочное? 200 с лишним, наверное, выходило на всех. Масло, да, сливочное. мы думали, что это сметана. Ну ничего, будет у нас теперь в автодоме масло сливочное. Стал приставучий лабрадор, дворняжка, похожая на лабрадора или на золотого ретвейра. Когда я вырасту, буду пить кофе. Каждый день? Каждый день. Так вредно же каждый день. Не вредно. Кофе, а сосульку будешь добавлять? Сосульку будешь кофе добавлять? Кстати, вкусный кофе, да, Маш? Хороший, да. И город такой приятный. Ну да, особенно в снегу, когда все утопло. Намного красивее, кстати. Прохладненько, конечно. Мама. Ну ничего, завтра потепление, уже 0 будет, и будет все таять. Как бы на перевале там этих не было. Всяких А если лавин. нас не пустят Сходу в Грузию, лавин. что мы будем делать? Куда поедем? А почему нас не пустят? Ну, вдруг не пустят. Ну, если не пустят, поедем, значит, мы на Байкал, замерзший смотреть. Яся, ты зачем Славу обижаешь, а потом так себя ведешь? Сестру зачем обидела? За глаз зачем ты ее берешь, хватаешь? А? Зачем за глаз хватаешь? Сейчас полицейские будут ругаться. Перестань. Иди, сестру обними. Так не будет.
Каток. Вернулись в наш автодом. Тепло здесь, малыши? Вот дома. Чего? Давай. Встали все. Тепло, Владин? Долго, полгорода прошли, да, Влад? Где-то Яся, наверное, километров 6 пешком прошла. Яся довольна прогулкой, скажи, пожалуйста. Ну, Яся? Нет. Не очень, по-моему. Яся, ты не очень довольна, да, прогулкой? Конечно, не очень. А ходить полезно, Яся. Ничего И воздухом дышать. А ты, Слав, довольна прогулкой? Понравилось тебе гулять? похоже не очень. Тебе больше нравится дома сидеть, да? В доме? Сейчас чаек Играть в поставим, А мы вкусную купили еду вкусные приготовим. эклеры и вкусные пирожки. Папа спрашивает, можно ли приставку? Да, можно, если хорошо покушать и ужин. Она... Да! Какой будет? Да! Уже сейчас С утра следующего дня приехали на Верхний Ларс и будем детей, чтобы проходить таможню. Наконец-то мы пересекли границу с Грузией. Маленькие до сих пор спят, не проснулись. Был один очень неприятный таможенник на грузинской стороне, такой толстый. Говорит: Биджо, куда ты едешь? Сиди дома. Неприятный такой. Но он первый раз тоже тебя отправил, да? Ну да, да. Ну, видимо, настроение у него, или может в жизни что-то случилось. Стал работать на таможне. Много фур. Ну, в общем, пересекли мы границу быстро сегодня. Поехали очень рано. Туда, во сколько мы где-то в 5 с чем-то проснулись, поехали. Вот, там были где-то часов в 6 утра. Начинало только светать. Девочек пришлось разбудить. Был ветер ужасно сильный. Он просто нас сдувал с ног. Они сразу от этого проснулись, конечно же. Ну, нас долго не мучили. Там быстро их посмотрели, все отпустили. В принципе, все нормально прошло, слава богу. Вот, дальше вышло солнышко, очень красивая дорога, невероятные виды. Вот, солнышко светит. Сейчас будем спускаться вниз. Поехали, Надеемся, Маша. сегодня доехать. Хватит болтать уже, поехали. До куда мы поедем? Мама, в какой мы стране? Ладно, мы же уже границу перешли, мы уже в Грузии. Грузия страна. Здесь очень красиво
еще здесь делают очень хорошее пьяно. Пьяно. Вино, вкусное вино. Мужчины делают. Вкусная еда у них. Шашлыки вкусные, хинкали. Уж пробовать. Еще у них большие носы у дядек, как у папы. Как у папы носы у дяди. И не только у дядек, у тетек тоже носы. Слав, не подходи пока.